Привет всем, это канал Готовить Просто и я, Ольга Матвей. Сегодня мы готовим курочку, но не просто курочку, а курочку на банке. Такой старый рецепт, я думаю, что не все его готовили, потому что готовили нам это наши родители. И я лично сама курицу на банке не готовила, только, мне ее готовили. Но на самом деле это простой рецепт, сегодня буду готовить его прям вместе с вами первый раз, потому что ничего сложного нет, и надеюсь, что у меня все получится даже впервые. Я так себе думаю, что у меня все получится. Хорошо, курочка у меня такая небольшая, на кило 200 или кило 300, что-то такое. Сейчас расскажу, какие нюансы при выборе курицы, потому что собиралась снять этот ролик на той неделе, купила курицу, а она не подошла. Сейчас расскажу, в чем такой смысл. Нужна только курица, специи и духовка. Так, первое, что хочу сказать при выборе курицы. Когда вот здесь вот есть необрезанная вот эта вот шкурочка, такая вот кожица с шеи, это очень хорошо, потому что не придется вот это все закалывать зубочистками. Поэтому если вы выбираете, то выбирайте вот здесь вот максимально, чтобы было что здесь завязать. Так, второй вариант. Иногда продают куры, когда ножки вот так скрещивают. Для этого делают вот здесь такой надрез. И если здесь есть надрез, вы уже на банку эту курочку посадить не сможете, вернее вы ее посадите, но весь эффект пропадет, потому что здесь будет куча надрезов, и весь пар будет выходить, и такого эффекта не будет, имейте это в виду. Поэтому я в прошлый раз купила, а она надрезанная, ножки вот так вот красиво сложенные, а курочка не подошла. В общем, вот такую курочку я купила, помойте ее, внутри она потрошенная, приступаем. После того, как помыли, берем бумажные полотенца и вот так вот нужно обсушить курочку, чтобы она не была в воде. Я помыла уже ее как минут, наверное, 20, она чуть-чуть стекла, чтобы меньше промакивать, чтобы не было водички. Так, хорошо, промокнули, и внутри, кстати, тоже. Значит, вот здесь, где шея, я просто ее вот так свяжу. Если у вас шеи такой нет, в смысле шкурочки этой нет, то придется стягивать зубочистками. Так, я сделаю вот таким образом. Так, теперь беру специи. Значит, из специй здесь у меня паприка и куркума, чтобы курочка была золотистого цвета. Острый молотый перец. Значит, здесь смесь молотых перцев совершенно разных и молотый лавровый лист. Обязательно соль, крупная, не мелкая. Лавровый лист листиками и смесь перцев, можно только черный, именно горошком. Значит, я беру именно вот такой взяла набор специй, потому что я думаю, что, соль и перец это идеальный вариант, а уже паприка и куркума для цвета. Если вы хотите, можно добавить там чеснок, предположим, или какие-то другие специи, но я буду делать вот так, и чесночную заправку буду делать уже потом, когда курица приготовится, потому что тогда аромат чесночный такой ярко выраженный. Но вы можете брать совершенно любые специи. Начнем с того, что курицу сначала нужно натереть солью и снаружи, и внутри. Теперь я смешаю все специи. Знаете, можно, наверное, взять даже смесь уже каких-то специй, там, например, для курицы или для мяса, чтобы было быстрее. Так, и вот это. Перемешаем. Можно добавить больше перчика по желанию. Так. Теперь, так как здесь куркума, есть такой небольшой секрет при работе с куркумой. Итак, по количеству специй у меня получилось, это у меня десертная ложка, 2 десертные ложки, вот видите? Или 1 большая столовая с горкой, в общем, все вместе перемешала. Наверное, больше всего здесь паприки и куркумы, наверное, вот в половину. Так, теперь говорю за куркуму. Если у вас французский маникюр, то от куркумы он будет желтый. Поэтому я одену перчатки, у меня не французский, но не хочется, чтобы ручки были пожелтели, потом долго отмывать. Поэтому я одеваю перчатки, а вы уже смотрите сами, чтобы не покраситься. Теперь всеми этими специями мы натираем курочку. Так, с одной стороны, видите, оно сразу вот... Шкурочка меняет цвет, поэтому очень важно делать в перчатках. Я не помню, что я готовила.
тоже вот так вот снимала на YouTube и делаю с куркумой. И уже Димочка приостановил запись, а я тру, а потом смотрю, что весь мой маникюр, так сказать, исчез. Поэтому, видите, такой момент в виду. Смотрите, вот как я делаю. Так, вот так. Так, хочу сказать один момент. Когда натерли специями, я пока натирала, 2 раза у меня вот этот узлик развязался. Поэтому я возьму вот такую вот деревянную палочку и просто проколю этот узлик, чтобы он больше не раскрывался. Вот так. Такая какая-то японская курочка у меня получилась сверху. Это палочка. Так, автозагар, как говорит мой Димочка, готов. Посмотрите. Смотрите. Оп, такая симпатичная курочка. Хорошо, теперь что же делаем дальше? Надо, чтобы курица немного промариновалась и полежала. Как минимум полчаса-час. Конечно, идеально, если вы сделаете на целую ночь, оставить вечером вот так ее натрете и на ночь ее оставите в холодильнике и под пищевой пленкой, или в пакет, или в какой-то судочек запакуете. В общем, чем дольше полежит, тем лучше. У меня нет целой ночи, но час у меня полежит. У меня прошло около часа. Я выняла курочку из холодильника. Теперь беру банку. Банка у меня вот такая, чуть-чуть с узким горлышком, вот так вот. Я в них варенье обычно закрываю. Теперь кипяток. Я подогрела чайник, он постоял пару минут. Теперь, чтобы банка не лопнула, вот буквально капельку наливаем. Видите, она сразу покрывается паром. Вот так вот, чтобы банка начала нагреваться, чтобы не было такого. Вдруг вы достанете банку, фиганете туда кипятка, она лопнет. Так, еще немножко. Я так всегда прогреваю банки и перед купоркой. Так вот несколько раз. Вот уже дно хорошо, такое даже теплее, чем вот как горячеватое. Сейчас баночка нагреется, и я смогу залить воды. Когда банка уже такая горячая, я сюда отправляю лавровый лист и вот эту вот смесь перчика. Можно просто заменить на обычный черный. Теперь доливаю в банку воды. Так, сколько налить? Ну, где-то вот так, наверное, налью. Больше не надо. И я поставила в такой небольшой противень. Видите, у меня он такой высоковатый. Вот сюда я тоже налью воду. И буду смотреть, чтобы у меня водичка с противня, вот еще сейчас подогрею, долью, чтобы она постоянно в течение того, как курица будет готовиться, здесь была. Во-первых, чтобы банка не лопнула. Ну и такой эффект парной совсем получится. Теперь берем курицу и надеваем вот так вот на банку. Я, видите, специально взяла вот с таким вот горлышком, чтобы удобно было одеть. Вот, собственно, и все. Так, что-то многовато внизу воды, сейчас чуть-чуть отберу. Все приготовления закончены, теперь ставим в духовку. Еще такой нюанс, чтобы не сгорели вот эти вот крылышки, я возьму фольгу и вот так их обмотаю. Смотрите, курочка в перчаточках. Димочка мой уже так смеется с этой курочки. Очень уж смешно ему это все выглядит, но это вкусно. Все ели курицу на банке, это всегда вкусно. Так, хорошо, теперь можно отправлять в духовку. Так, отправляем в духовку. Я ставлю на самый первый ярус, чтобы если у вас вдруг курица выше, больше, чтобы вы, поместили ее вот так вот. Все, закрываем, готовим. У меня осталось 15 минут до готовности. Я возьму вот такую силиконовую кисточку, можно ложкой. Значит, посмотрите, чтобы она не была слишком вот суховатая сверху, вот эта водичка с жирком, я сделаю вот так вот, как бы смочу ее. Но я буду делать сейчас чесночный такой, как бы, чесночно-масляный соус еще для нее, чтобы сверху ее покрывать, будет тоже вкусно. Ну вот я думаю, что минут за 15 до конца можно сделать вот такие вот манипуляции, будет вкуснее, мне так кажется. Смотрите, вот со стороны спинки. Она не горит на такой температуре. И, в общем, прекрасно. Посмотрите. Для вкусной чесночной корочки нам понадобится чеснок. Я взяла 4 зубчика. Соль и подсолнечное или оливковое масло. Значит, чеснок нужно выдавить через чеснокодавку. Так мелко вы все равно не порубите. Вот если нет чеснокодавки, то, конечно, чем мельче вы порубите, тем лучше. Так, оставшийся чеснок, который в чеснокодавке остался, я вот так вот ножом немного порублю. Немножечко вот так вот щепотку соли, подсолить. И начинаем перетирать. Вот так, чтобы
Соль с чесноком немножко перемешались. И добавляем масло. Я добавлю оливкового, но можно обычное подсолнечное масло. Так вот все перемешиваем. Оно должно постоять минут 10-15, но еще, собственно, пока курочка готовится, чтобы чеснок отдал ароматы в масло. Так, ну что ж, готова курочка. Аккуратно ее вынимаю, что она горячая, боюсь упустить. У меня прошел целый час. Готовилась она у меня на 170 градусов. Так, Димочка, пошли аккуратненько к столу. Так, 170 градусов, целый час она готовилась. Она весила у меня 300 кг почти. Так, вот такая красота. Пока она еще горячая, я разверну фольгу, там, где мы заворачивали крылышки. Посмотрите, как красиво смотрится курочка. Теперь я беру чеснок с маслом, который мы приготовили. И сверху курочку вот так вот смазываю. Какой запах чесночный. Это так вкусно. Просто вот, ну, нереально вкусно. Чесночка не жалей? Сейчас. Сначала вот так масличком смажу, чтобы красиво было. Запах, конечно, какой-то умопомрачительный. Вот мне больше нравится чеснок, который только выдавленный. Я закончила вот так вот сверху наносить, еще чуть-чуть у меня здесь осталось, чтобы вовнутрь, когда я разрежу. Сейчас я сфотографирую, чтобы запечатлить, так сказать, момент. Но посмотрите, как она выглядит, у меня уже вся кухня пахнет. Так, вот такая красотень. Сейчас буду фоткать, а потом буду резать и пробовать. Так, теперь снимаю с банки. Я возьму вилку, вот так, наверное, проколю посередине. Так, как бы вот так проколоть. Вот. Ой, вилка прям прошла насквозь. Так, ладно, давайте без вилки. Ой, смотрите, она в принципе крутится, аж страшно снимать. Оп, смотрите, как хорошо она снимается. Так, перекладываем на блюдо. Слушайте, ну выглядит она очень классно. Вот, собственно, горлышко, посмотрите. Там внутри бульончик. Если у вас пюрешечка, то можно на бульончиком поливать. Ну что, Димочка, режем? Давай, режем. О, как легко режется, она прямо тает под ножом. Так, сейчас чуть-чуть вот здесь, где. Вот так, разрезаю. Наверное, надо ее перевернуть, да? Отломай лапку, ты все увидишь. Да. Вот эту вот. Вот эту вот? Да, которая ко мне. Вот так вот ломай ее. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ну пахнет она очень, я вам скажу, вкусно. Она прямо, да, очень вкусно пахнет. Кстати, надоумили меня снимать эту курочку тетя Таня Попова. Опять тетя Таня, привет. За последнее время мы подсели на рецепты тети Тани, поэтому... Она любит очень готовить вкусно. Да, последний раз я ела эту курицу у нее дома несколько лет назад, и она напомнила нам об этом рецепте. Посмотрите, как выглядит. Я, наверное, сделаю так, еще вот этот чеснок, который у меня остался, я его вот так вот в серединку, обязательно. Кто не любит чеснок, ну, значит, не любит. Тогда делайте больше масла, меньше чеснока, чтобы просто хотя бы у вас был вкус, привкус. Но у нас дома едят чеснок. Так, все. Теперь будем пробовать. Так, ну что, я буду пробовать. Мы, правда, ни картошки, ничего не сварили сегодня к ней. Будем есть одно мясо. Ну, я не против. Да. Хорошая идея. Так, смотрите. Очень она прям нежная. Вот, смотрите, какое мясо. Так, ну что, пробуем? Сначала пробую вот эту вот серединку, а потом шкурочку, потому что, мне кажется, она самая аппетитная. Понятно, что она не самая полезная, но зато какая вкусная. Горячая, прям, смотрите, пар идет. Как пахнет. Она тает во рту. Очень вкусно. Ну прямо, ну вот как в детстве, наверное, вот готовили, знаете, на Новый год, вот эту курочку на банке. Вот это вот оно. Вот самое оно. Вкуснее, чем в рукаве? Да. Я как-то... Вот вкуснее. Мне казалось, что в рукаве она, знаете, сочнее должна быть. Тут и корочка есть, да?
И она сочная, она настолько сочная, мне больше нравится, чем в рукаве. Ой, не могу отломать. Хочу уж попробовать вместе со шкурочкой вот этой. Может, я попробую? Нет, сначала я. Так, теперь пробую со шкурочкой. Ну, чеснок, это все. Но я долго говорить сейчас не буду, потому что я очень голодная. Мы сегодня снимали для вас 2 видео, курочку и пирожные персики. Поэтому я иду есть курицу. Всем приятного аппетита. Спасибо, что сегодня были со мной. Я вам всем настоятельно рекомендую вспомнить этот рецепт и приготовить. Посмотрите, какая ножка аппетитная. Просто нереально вкусная. У нас курочка была не очень большая, кило 300. И приготовилась она за час. Ровно час на 170 градусах. Она и не сгорела, и просто идеальная. Обязательно добавляйте куркуму и паприку для такого красивого цвета. Не жалейте чеснока и масла. Приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комменты. Может быть, еще есть что-то такое в этом рецепте, чего я, например, не знаю, а делаю, допустим, просто, а можно еще с чем-то и будет еще вкуснее. В общем, вы там напишите мне внизу. Спасибо, всем пока-пока.